Между Сосновским и бескрайними окрестными лесами тянулась грунтовая дорога, по которой каждое утро ехали лесовозы и редкие дачники. В тот июльский день дорога была занята техникой бригады Михаила Громова. Место выбрали давно. Огромный величественный дуб стоял на окраине крошечного лесного массива и мешал планам администрации. На его месте должен был появиться коттеджный поселок. Для кого-то это была перспектива новой жизни. Для многих – позорный акт варварства. Местные жители собирали подписи, писали жалобы, устраивали тихие пикеты у леса. Но распоряжение было дано, и бригада пришла работать. Михаил Громов, суровый, с седой ираке с бородой и руками, загрубевшими от пилы, руководил валкой. Рядом стоял его племянник Антон, молодой, с сомнениями в глазах. «Дядя, может, подождем? Это дерево, ему больше 100 лет», — говорил он тихо, глядя на вытянутый ствол, на пустые дупла, где гнездились птицы. «Нам платят за работу», — отвечал Михаил сухо. «Администрация дала добро. Делу время, потехе час». Петр Иванович, старый лесоруб с морщинистым лицом и глазами, которые, казалось, видели сквозь кору, подходил к дубу с уважением. Он коснулся рукоятки пилы, прислушался к скрипу ветвей, помедлил. «В этом дубе что-то есть», — пробормотал он, но никто всерьез не воспринял его слова. У каждого в Сосновске были свои заботы. Завод, коммунальные проблемы, дети. Но дуб для некоторых был и символом, и памятью. Работа началась. Моторы пульсировали, воздух наполнялся запахом бензина и смолы. Михаил вел расчет, направлял, отдавал короткие команды. Дуб, наконец, лег, с глухим гулом падая на землю, поднимая тучи пыли и листвы. Людей, собравшихся на обочине, охватило одновременно облегчение и тоска. «Вот он упал», — услышал Антон чей-то вздох. Пока бригада приступила к распилу, Петр Иванович, обходя ствол, заметил на коре следы старых ножевых резов и странное темное углубление у самого основания. «Дупло», — сказал он. «Но какое большое! Никогда не видел такого!» Михаил махнул рукой. «Разберем? Не вопрос». Они начали распиливать ствол бензопилой, и в один момент зуб цепаного лезвия провалился внутрь полости. Пила заскулила, угас мотор. И тогда между тоннелями спилов мелькнуло нечто странное — кости. Сначала все застынули. Антон первый подошел ближе и увидел, как внутри, среди переплета корней и сухих листьев, лежит человеческий скелет. Череп с пробоиной, в кармане джинсов сгнивший брелок от ключей, на пряжке инициалы АВ. На ногах старые ботинки, почти рассыпавшиеся. Скелет явно пролежал там годы. «Полицию! Горячая линия!» — произнес Антон дрожащим голосом. Михаил стоял неподвижно. На лице его мелькала смесь страха и вины. «Я никогда бы не подумал». Петр Иванович, не впервые сталкивавшийся с лесной смертью, равнодушия не испытывал. «Я догадывался. Тут были странные звуки раньше, машины ночами. Я говорил. Но кто слушал старика?» Через 40 минут подъехали патрульные. Место оцепили. Приехал старший следователь Георгий Викторович Ковалев. Человек размеренный, с усталым взглядом и привычкой сначала все взвесить. Эксперт-криминалист аккуратно зафиксировал находку, вынул оторванные фрагменты ткани, сфотографировал. Лейтенант Волков допрашивал лесорубов. Откуда знали о дубе? Кто давал распоряжение о вырубке? Были ли на дереве посторонние следы? В ходе опросов всплыли застарелые истории. Проект застройки приостановили давным-давно из-за протестов местных жителей и депутата Игоря Крылова.
Он был тем редким человеком, кто всерьез брался за экологию. Помнится, зимой 8 лет назад в лесу видели странные машины, и тогда же начали исчезать люди, говорили горожане. Ковалев напряженно слушал. Эти ниточки уже начинали казаться неразрывными. Эксперты установили: останки принадлежали мужчине 35-45 лет, рост около 175 сантиметров, лежал в дупле минимум 5 лет. На черепе трещина, соответствующая удару тупым предметом. В карманах не было документов, телефона, лишь ключи, чей брелок давно сгнил. На пряжке инициалы АВ. Волков пробежал по базе пропавших и нашел несколько совпадений. Андрей Волков, Алексей Васильев, Артем Виноградов. Но возраст и другие мелочи указывали на возможное совпадение с Андреем Волковым, владельцем небольшой строительной фирмы, который пропал в октябре 2017 года. Параллельно выяснилось, в 2020 году пропал депутат Игорь Крылов, тот самый, что боролся с вырубкой. Его машина была брошена на парковке у торгового центра «Вершина». Люди говорили, что он много узнал о местных коррупционных схемах и грозился обнародовать доказательства. Вскоре после этого загадочно исчез и охранник крупного девелопера Олега Маркова, Виктор Соколов, молодой и грубый, бывший вышибала, позже ставший телохранителем. Его отец, Петр Иванович, с тоской по утрам рассказывал всем в трактире о машинах, ездивших по лесу поздно ночью 8 лет назад. Ковалев собрал оперативную группу и объявил: это убийство. Цель – установить личность, время и причину гибели и найти убийцу. Проверять связи Волкова с Крыловым и застройщиком Марковым поручил старшему лейтенанту. Начались анализы телефонов, банковских переводов, допросы людей, кто последний видел пропавшего. Из показаний жены Андрея выяснилось: он был в нервном напряжении, снял со счета крупную сумму и отказался от какого-то небезопасного задания, связанного со стройками Олега Маркова. Алина Крылова, дочь депутата, узнала о находке в тот же день. Она помнила отца простым человеком, не злопамятным, борцом. В ее памяти он появлялся то у школьных линеек, то с громкими разоблачениями на заседаниях. Когда Михаил Громов позвонил и сообщил, что в дубе нашли останки, Алина не могла удержаться. До сих пор мучил вопрос о том, где же ее отец. Она поехала на место, и на ее лице отразилась смесь решимости и истеричной надежды. Следователь Ковалев позволил ей подойти к месту. Дать око. Она увидела поваленное дерево и оцепление. Волков показал ей фото обнаруженного. Но ремень с инициалами дурно напомнил ей о прошлом. Ее отец часто говорил о человеке, который помогал ему собрать доказательства. Человеке по имени Виктор. Алина вслушалась в слова волонтеров и вспомнила встречу отца с Виктором Соколовым. Связь возникала сама. Дальше следствие стало распутываться сложным клубком. Андрей Волков был предпринимателем, выполнявшим подряды для компании Маркова. Он исчез в 2017 году после того, как отказался участвовать в сомнительном проекте застройки. Виктор Соколов исчез в конце сентября 2020 года. Его машина нашли в заброшенном карьере. Крылов пропал в сентябре 2020 года, и их исчезновения начали напоминать цепочку расправ. Петр Иванович утверждал, что Виктор выполнял грязную работу для Маркова. Выбивать долги, решать проблемы людей. Он говорил, что Виктор жаловался на усталость и страх перед начальником. Ковалев чувствовал, что ниточки сходятся. Марков – влиятельный застройщик, мог иметь мотивацию устранять помехи. Но прямых доказательств пока не было. Нужны были вещественные улики. Алина, истосковавшаяся по правде, решила действовать сама. «Сил нет ждать судебного ордера», — говорила она. Она собрала карту, дала слуху, что частный детектив Белов знает про старую дачу Маркова в лесу.
Вечером, когда охрана удачи была в отъезде, она проследовала через лес в обход шлагбаума. Сердце колотилось, дыхание жалось, но мысль о мертвом отце придавала сил. За дверью дачи мелькал свет. Алина наблюдала, как Марков выходил на крыльцо и говорил по телефону, глубоко втягивая сигарету. Она проскользнула в сарай, обошла баню и нашла люк в полу. Темнота подвала была влажной и липкой. Снизу тянул запах плесени и чего-то человеческого. Когда она увидела скелет, сковавший наручники, сердце остановилось. Это был ее отец, Игорь Крылов. Рядом старые газеты, документы, исписанные страницы. Алина едва удержалась, не закричала. Голос Маркова прозвучал с лестницы. Он взял телефон Алины и угрожающе прицелился в нее. Но она успела швырнуть в него фонарик, ослепить, ударить и броситься в узкий коридор к выходу. В эту секунду на место спустились лейтенант Волков и сотрудники. Кто-то из соседей заметил свет в доме и вызвал полицию. Марков был задержан, но прежде он успел броситься к ружью и получить ранение в плечо, не смертельное. Расследование обнажило гораздо большую сеть. Марков пытал и убивал тех, кто становился ему помехой, искал деньги и документы, которыми располагали те, кто знал про его коррупционные схемы. В подвале обнаружили не только останки Крылова, но и другие доказательства. Дневник Виктора Соколова, где он записывал свою усталость и намерение уйти от Маркова с пакетами документов, а также записи телефонных разговоров с Андреем Волковым, из которых следовало, что Андрей собирался отказаться от опасной работы. Суд оказался громким и публичным. Экономические махинации Маркова, подделанные разрешения на застройку, подставные фирмы – все это было доказано. Присяжные вынесли жесткий вердикт. Пожизненное лишение свободы без права на досрочное освобождение. Процесс стал вехой для Сосновска. Местечко, которое раньше знали лишь по заводу и лесам, оказалось в центре крупного коррупционного скандала и серии жестоких преступлений. Алина похоронила отца, а книга, которую она позже написала, «Дуб, хранивший тайны», стала национальным бестселлером. В ней она описала все: и борьбу отца за правду, и страхи Виктора, и ошибки государства, и вину тех, кто предпочел молчать. Михаил Громов признался в недонесении. Он видел странные машины и ночных людей раньше, но боялся вмешиваться. Получил условный срок. Петр Иванович похоронил сына рядом с женой, и в старых глазах тихо потух огонь. Дмитрий Волков, сын Андрея, поступил на службу в полицию, решив бороться с теми, кто разрушил его семью. Любовь и надежда не погибли. Лейтенант Дмитрий Волков и Алина начали встречаться. Их общая трагедия сблизила. Они поддерживали друг друга в тяжелые дни и вместе шли по улицам Сосновска. Теперь уже спокойнее, но всегда с памятью о тех, кто заплатил самой высокой ценой. Марков в тюрьме думал о том, как его власть и алчность привели к падению. Он смотрел на старинные фотографии, где он стоял в окружении влиятельных людей, и понимал – все рухнуло. Его имя стало синонимом коррупции и жестокости, примером того, как жажда наживы может превратить человека в монстра. История закончилась не идеально. 3 жизни были утрачены, семьи разрушены, года горя и поисков не вернуть. Но правда восторжествовала. И это дало людям Сосновска возможность начать залечивать раны. Холодный дуб, который когда-то упал под пилой, стал памятником. Не славе власти, а памяти о тех, кого загрызли алчность и страх. Люди приходили к его корню, клали цветы, шептали имена. Алина иногда приходила одна, садилась на пень и шептала отцу все, чего не успела сказать. Ветер шуршал листьями, напоминавшими голос прошедшего времени. Она знала, что правда не возвращает тех, кого забрали,
Но она дает шанс остальным жить свободно, без страха. И это было главное.